Книга 15. Тао. Путь вознесения. За якорение достатка и изобилия. Для тех, кто является восходящим, будущие потребности не должны стать заполненными суетой, беспокойством, тревогами, суматохой, страданием или трудностями, которые испытывают другие. Почему? Поскольку восходящий человек желает высвобождать карму сознательно, то он изучит соответствующие духовные уроки и получит осознание того, почему опыт страдания или большой трудности мог бы быть вовлечен в выражение его жизни. Поэтому Тао предлагает, чтобы возносящиеся посвященные начали уже сейчас обращать внимание внутрь себя и на свои отношения с другими, и уже сейчас изучать свои духовные уроки, так, чтобы надвигающиеся времена очищения не имели большого влияния на ваши жизни. При этом, можно войти в более мирное существование, поддерживающее непрерывную эволюцию. Можно также планировать свой переезд и размещение в подходящем для жизни районе и условиях, которые при наступлении трудных времен будут менее болезненными. Где находятся такие районы? В действительности они существуют на каждом континенте, но находятся в деревенской местности, в глухих районах Земли, и достаточно удалены от тех мест, где живут тысячи или сотни тысяч людей, не говоря уже о миллионах. После обустройства, жизнь в такой местности поначалу может показаться довольно скучной, однако, это предоставит вам время, чтобы обдумывать, чтобы двигаться внутрь, чтобы размышлять, и учиться общаться с природой. И в конечном счете, чтобы обработать карму, и вознестись. Изобилие проявится в простой жизни, и далеко за пределами городов. Ибо что такое изобилие? Изобилие – это состояние бытия, в котором удовлетворены все потребности. У физического существа есть потребность в крыше над головой, или способе, который защищает его от холодов, дождей, ветров. Есть также потребность в достаточном количестве пищи, чтобы насыщать форму, и есть потребность чувствовать любовь тех, кто окружает нас, и природных форм жизни. Существует также потребность в солнечном свете, потому что восходящая кристаллическая форма, подобно растению, требует для своего роста достаточного количества света. Расположенные слишком далеко от экватора на севере или юге территории, в течение длительных периодов каждого года погружены в чрезмерную темноту, и являются не лучшим местом, чтобы жить там как восходящий человек. Существует также потребность обдумывать духовные эволюционные уроки, разворачиваемые в этой жизни в целом, и в рамках ваших текущих отношений. Возможно, это более важная работа, чем большинство из тех видов занятий, которым уделяет внимание. Ибо если человеку не удается изучить духовный урок, который можно осознать и превзойти в ходе вознесения, то он манифестирует этот урок таким образом, чтобы его можно было осознать в конкретной ситуации, определенных отношениях на физическом плане. Если вместо этого, вы обращаете внимание на тонкие зеркала, предоставляемые вам в ежедневной жизни, и интерпретируете свои духовные уроки в связи с ними, то можно изучить урок, без необходимости создавать от 2 до 4 крупных инцидентов для того, чтобы что-то понять. Большинство занятий, на которых сконцентрированы люди, не дают достаточно времени для духовной работы, или внутренней концентрации, которую вознесение влечет за собой. Многие возносящиеся посвященные создали обстоятельства, при которых не могут работать, и находятся на социальном обеспечении, или пособии по безработице, или в других условиях схожего характера, с тем, чтобы появилось необходимое для размышления внутреннее время. И такое положение дел не является случайностью или невезением. Эта ситуация была создана вашими предками, чтобы высвободить карму со страной, в которой вы живете, и предоставить необходимое время,
чтобы вести внутреннее искание, открываться бессознательному и концентрироваться на очищении своего поля и наследственной кармы, что необходимо проделывать для вознесения. Для тех, кто не так удачлив на вид, важно стремиться сбалансировать внешнее требование быть занятым постоянным делом с внутренним требованием преодолевать и восходить. Иногда, определенного рода занятия предоставляют возможность для внутренней концентрации. Однако, в большинстве случаев это не так. В цивилизации, построенной по западному образцу, большинство текущих стереотипов работы проистекает из жизни рабов Ану. Рабы никогда не замышлялись для того, чтобы потребовать внутренней концентрации, поскольку создавались без ДНК, необходимой, чтобы эволюционировать. Поэтому, долгая рабочая неделя для людей с наследственностью рабов является подходящей. Увы, человечество никогда не развивалось из таких рабочих стереотипов с тех пор, как оно прекратили существовать, и большинство цивилизаций, развившихся позже, испытали падение в те же стереотипы. Таким образом, насколько же ваша занятость исходит из мысли о том, что для своего существования есть необходимость так много работать? В том случае, когда у восходящих есть наследственность Ану, или рабов Ану, причем большинство людей этой природы белокожие, то каждый прорабатывает свой путь выхода из рабства. После того, как восходящий очистит карму раба, он прекратит существовать в порабощении, независимо от того, кем или чем является его поработитель, будь ли это работодатель, родитель, супруг, ребенок, родной брат или сестра, гуру, преподаватель, система образования, правительство или религия. Когда преодолевается карма раба, каждый после этого в большей или меньшей степени вызовет на поверхность собственные возможности в связи с занятостью или самостоятельной предпринимательской деятельностью. Многие продвинутся к созданию собственной занятости, которая обеспечит необходимые средства, ибо это легче, чем работа в рамках текущей парадигмы отношения работодатель-служащий, так как многое из этого основано на парадигме хозяин-раб. Наша коллега, работающая для престижной гостиницы и предлагающая массаж, пришла в состояние шока, когда узнала, что заработная плата всех физиотерапевтов была снижена до уровня сдельной оплаты тех, кто только оканчивал школу массажа, невзирая на опыт или качество предлагаемой терапии. Кроме того, все прибыли были потеряны, и при сложившихся обстоятельствах они были вынуждены работать только ради чаевых, в большей или меньшей степени жертвуя своим временем бесплатно. Это пример мыслеформы хозяин-раб, где организация или группа обладают всей энергией, а сам человек в качестве служащего не имеет вообще никакой энергии. Какая же ложь стоит за всем этим произвольным обращением, в основе которого лежит рабство? Карма рабов Ану. Карма рабов Ану заставила рабов сверх нормы работать на золотых рудниках и во многих других условиях, иногда вплоть до тех пор, пока их не сваливала болезнь или смерть. В действительности, условия многих шахт, включая шахты Англии, США, России, выглядят немногим лучше в недавнем прошлом. Многие умерли от таких занятий молодыми, или получили травму вместе с болезнью во взрослой жизни. Все такого рода события были результатом очень давней кармы, идущей со времен золотых рудников Ану, а также парадигмы хозяин-раб. Также, Ану создали цивилизацию для принадлежащих им особых рабов, чтобы развлекать себя. Такие особые рабы жили в городах, мало чем отличающихся от вашей среды обитания сегодняшнего человека. Особые рабы отсортировывались от общей массы, обучались, чтобы стать частью секс-индустрии во всех ее разнообразиях, невзирая на пол и возрастную принадлежность. Устраивались конкурсы красоты и секс-искусности, после чего королевы красоты получали право обслуживать элиту. Рабы всегда были товаром, и работорговля процветала.
Особые рабы держались отдельно от тех, которые были движимым имуществом, невольниками, и жили в примитивных условиях около золотых рудников или других мест тяжелой работы. Эти условия содержания рабов были одинаково, мягко говоря, неприятны. Для подавления воли особых рабов и удержания их в рамках предписанных ролей применялись разнообразные наркотики. Жизнь рабов не имела ценности. Некоторые рабы получали образование, становились актерами, артистами танца и балета, музыкантами и композиторами, работали в лабораториях и фабриках Хано, производящих экспортируемые в Плеяды товары, или стали ремесленниками многих видов, создающих скульптуры, картины, одежду или украшения зданий и храмов, посвященных богам Ану. В целом, менее чем 20% рабов Ану жили хорошо, прислуживая элите. 80% имели тяжелые жизни, которые часто заканчивались в болезни, или голодании, или еще хуже в лагерях в смерти, когда поселения стали слишком большими. Мы ясно видим, что человечество в мировом масштабе следует за этими статистическими данными сегодня, с 20% тех, кто живет лучше, чем средний человек, и 80% только сводящих концы с концами, или живущих ниже среднего уровня, если не голодающих вплоть до смерти на улицах. К тому же, применялась, и по сей день практикуется, черная магия, в которой рабы участвуют как жертвоприношение. Ану жертвовали рабами, чтобы расширять собственное господство и собственные жизни. Разводились специальные рабы, чтобы брать на себя карму болезни, бедности, смерти, старения или других семейных проблем Ану. Их выращивали с мыслью о великой важности самопожертвования ради своих богов, и затем приносили в жертву в ежегодном ритуале. Такие ритуалы реально сбрасывали на общество рабов, стоящую за этими проблемами карму, и позже эти проблемы разыгрывались в отношениях между рабами. Однако со временем в рабов было спрессовано такое огромное количество кармы, что последнее хлынуло назад к исходной точке, то есть в самих Ану. Когда это произошло, все проблемы, которых Ану избегали в своих длинных методах продления жизни, внезапно разом ударили по ним же самим, и результатом стала война между двумя членами семейства Ану, и ядерное уничтожение Земли. Суть всего этого в том, что руководители из рода рабов не имели никакой силы, никаких полномочий, сдержек и противовесов, чтобы помочь в решении судьбы целого, и для блага целого, ибо лидеры, или боги, удерживали всю энергию. В результате этой кармы, водительство, в человеческом виде даже в настоящее время, имеет тенденцию следовать по пути Ану, принимающим решения, которые имеют мало общего со здоровьем и благом человечества в целом, не говоря уже об остальных реалиях Земли. Человеческая линия принятия решения стала включать в себя не только право воевать, до осквернения, опустошения, но также и право загрязнять или наносить вред Земле, как среде вашего существования. Что касается Ану, то они в свое время осквернили Землю намного хуже, чем текущая человеческая технология. В общей сложности Земле потребовалось 10 тысяч лет, 40 тысяч человеческих лет, чтобы оправиться от опустошения Ану, имевших место после их ядерного уничтожения. В настоящее время, в результате восхождения Земли, человеческое руководство теряет свою энергию, отдавая ее Земле. Земля восстанавливает собственную энергию от человечества, чтобы в качестве мирового существа определять собственную судьбу. Поэтому, люди больше не будут принимать в одностороннем порядке решения, которые отрицательным образом затрагивают всю Землю, и могли бы повредить ее способности вознестись. Такие изменения следуют в результате очищения Землей своей кармы, идущей со времен эпохи Анну, и при этом сделан выбор взять опеку над человеческой грезой и направлять ее в новой манере,
приводящий взамен к эволюции. Изобилие – это непрерывный обмен энергией с душой, высшей душой, истоком, а также с Матерью-Землей. Люди с наследственностью Ану, или рабов Ану, вообще не обмениваются энергией с Землей, а скорее с Плеядами. Хорошо ли это само по себе сейчас? Плеяды не являются местом проживания этих людей, поэтому каждый из них отдает свою энергию куда-то очень далеко, где он или она никогда не будет жить, и не получит ничего взамен. Когда восходящий человек стремится разрушить соглашение, согласно которым должен был обеспечивать энергией где-то в другом пространственно-временном квадранте другое творение, и взамен начать в непрерывном обмене делиться такой энергией с Землей, тогда он начнет обретать достаток в текущих реалиях жизни. Люди с восточной красной наследственностью аналогично имеют тенденцию отдавать энергию в виду рептилий, или серых, альфа-центавра, а не плеядам. Рептилии пришли на Землю примерно 15 тысяч лет назад, 60 тысяч человеческих лет, и скрещивались с племенами красных народов, воплощавшихся в области, известной сейчас как Тибет, Китай и Япония. Рептилии смешивались с человеческой формой на Земле, чтобы увидеть, какой из различных потомств покажет наилучшую выживаемость в Альфе Центавра, или на случай, если бы рептилиям понадобилось прийти на Землю и сделать ее своим домом, поскольку их собственная планета умирала. Увы, ни одно потомство по большому счету не оказалось полезным для их воплощения. Люди-рептилии, и на Земле, и в Альфе Центавра, живут с сокращенной продолжительностью жизни. Но люди оказались полезными в качестве мясной пищи, употребляемой рептилиями. К чему мы все и пришли во всем этом межродовом скрещивании и генетическом экспериментировании, так это к пониманию, что ДНК должна брать начало из великого центрального Солнца собственного происхождения. И если смешивать ее с ДНК из другого Солнца другого творения, то проявляется тенденция к старению и умиранию, ибо все это находится в неподходящем творении. Рептильная ДНК столь же чужда Земле и вашему великому центральному Солнцу, как и ДНК Ану. Люди, несущие ДНК красных народов с сильным рептильным кодированием, погибнут в предстоящие времена очищения, так же как и те, кто в значительной степени имеет наследственность Ану, или рабов Ану. Однако, есть на Востоке и те с древней красной наследственностью, и наследственностью великих мастеров, которые восходят и осуществят вхождение в фотонный пояс и выше. Эти восходящие люди столь неизвестны на Востоке, так же как и западные восходящие люди западным массам. Однако, они вносят свой вклад, чтобы обеспечить восхождение целого рода человеческого. Сущность того, что желает сделать Тао, заключается в том, чтобы предоставить восходящим людям время на прекращение передачи своей энергии чужим творениям. Передача энергии в чужие творения только истощает человека в необходимой ему для вознесения энергии. Но больше того, это создает опыт нехватки энергии на Земле. Ибо 90% всей нехватки на Земле представлены ли это в опыте пустынь, в которых имеется недостаток дождя, или в человеческой форме, где имеет место большое голодание, бедность, бездомность и лишение, происходит вследствие подавляющего количества людей, претворяющих сегодня передачу своей энергии рептилиям и плеядам, вместо Земли. Поскольку вместо подобной передачи, восходящие люди отводят свою энергию Земле, то они не только способствуют восхождению Земли, но также и созданию изобилия в выражении своей жизни. Почему это так? Перетекающая между странами энергия наращивается, и все более и более усиливается. Обмен энергиями с Землей, в непрекращающемся потоке, увеличивает энергию восходящего человека, необходимую ему, чтобы манифестировать грезы, возносить свое воплощение,
жить своей жизнью, и аналогично увеличивает способность Земли делать то же самое. Однако, для того, чтобы все шло именно так, необходимо овладевать состоянием единения и находиться в грезе, учитывающей взаимодействие энергии между Землей и вами, непосредственно. Большинство людей пребывает в грезе, которая не имеет к Земле никакого отношения, но продолжает существовать как расширение жизни в Плеядах, или Альфе Центавра. Грезы от Плеяд и Альфы Центавра были признаны вымышленными реальностями, так как по своей природе являются электрическими, а поток энергии является горизонтальным и вертикальным, отсоединяющим человека от вращательного движения энергии Земли, а также от души, высшей души, и истока. Каким же образом, сейчас, отделиться от грезы Плеяд или Альфы Центавра? Каждый высвобождает свои наследственные кармические договоры, и отделяется, и выражает намерение входить в грезу для вознесения, известную как новый консенсус Земли, который удерживает соглашение для обмена энергией между полем восходящего и полем Земли. Однако прежде, чем можно будет выйти из старой грезы и войти в новую, каждый должен будет отделиться от механизмов, которые могли стать компонентом поля, если человек имеет наследственность Ану, рабов Ану, или рептилий. Как отделять себя от таких механизмов? Каждый выражает к этому намерение, и постепенно вытаскивает, разрывает шнуры привязанности, которые простираются из эфирного тела в механизированную грезу, и заново ткет в эфирном теле энергетическую решетку, отделяя себя в достаточной степени, чтобы войти с Землей в новую магнитную вращательную грезу. Такого рода внутренняя работа требует концентрации. Намерение — это не только неотъемлемая часть реалий, но также и непрерывная концентрация на перемещении энергии таким способом, который позволяет освобождать от механизмов следующую прослойку шнуров, и заново ткать следующий уровень энергетической решетки, имеющий к ним отношение. К тому же, это требует отказа от занятий, которые создают препятствия концентрации вознесения, поскольку занятие, окруженное обилием электричества, может создавать еще больше шнуров привязанности, уже к другим механизмам, и выводить человеку из восходящей грезы в грезу вымирания. Потому что в грядущие времена очищения, рептильная и плеядианская грезы приведут к вымиранию всех связанных с ними родословных на Земле. Поэтому, если человек продолжает настраиваться к такой грезе, то вымирание станет неизбежным результатом жизни. В связи с этим, возносящийся посвященный желает настраиваться только к восходящей грезе, разъединяясь с механизированной грезой от двух чужих творений, и входя в магнитную грезу Земли, которая в это историческое время поддерживается солярным солнцем и великим центральным солнцем. Настройка к солнечной грезе, или грезе великого центрального солнца, требует для данной задачи соответствующей генетики. Необходимо иметь генетику, которая произошла в этом творении. Поэтому многие не подходят для данной работы вознесения, и бесполезно пытаться тянуть их за собой по пути, или делиться этой информацией, которая все равно не будет воспринята, ибо это не их истина. Те, кто способен к вознесению, большую часть времени будут служить вашему виду и будущим предкам, уводя себя в новое занятие и место проживания, которые предусматривают вознесение, и создавая для себя время, место и концентрацию, которую вознесение влечет за собой. Восходящие занятия могут быть простыми, но обеспечивать на жизнь. В тихой деревенской местности, скорее всего, мало иных потребностей, кроме как сфокусироваться на выращивании собственного сада, или сад может стать той работой, на которой каждый учится создавать средства из собственных условий. Мы видим здесь различные варианты грезы, которыми могут быть маленькая сельская лавка, заполненная запасами из собственного сада,
Или реализация на овощном рынке выращенных в саду продуктов. Или ресторан, в котором каждый день готовятся только что собранные овощи. Со временем большая часть человечества перейдет к подобной жизни.